Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что сегодня присоединились посмотреть сегодняшнее видео. Сегодня со мной на звонке председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова. Аселя, спасибо тебе за то, что ты согласилась поговорить сегодня со мной на тему женского лидерства, поддержать мою инициативу. Я подготовила лист вопросов, которые хотела бы обсудить сегодня с тобой. Если позволишь, я начну. Ты знаешь, я читала очень много интервью твоих, статей про тебя, там, где ты объясняешь, как ты пришла к специализации IT. Ну и какая-то часть твоего карьерного роста происходила на моих глазах, потому что мы работали с тобой вместе в тех или иных организациях. Но в связи с этим у меня вопрос. Как ты думаешь, ты нашла себя в сфере IT? Это выходит, что это твое предназначение, или предназначение это больше, чем профессия? И если это больше, то как ты видишь, в чем ты видишь свое предназначение? Добрый день. Спасибо большое, Жан, за приглашение. Всегда рада говорить с тобой. Во-первых, спасибо за то, что именно продвигаешь тему женского лидерства. Это мало кто сегодня этим занимается, но это очень важная тема. И огромное спасибо за твою работу, за твою силу и желание. Да, первый вопрос такой интересный. На самом деле я пошла в IT, наверное, так получилось, что никогда не дружила с компьютерами, но пришлось подать на эту специальность, так как в списке Булашака, где Булашак принимал по таким специальностям, было только такое прикладное, где есть математика, физика, это компьютерные науки. И собственно говоря, мой путь начался, когда я поступила в Кембридж на предмет компьютерной науки. Это не только IT, это шире, целая наука о компьютерах. И, наверное, это так попало, что был тренд. И сегодня, через столько времени, это является такой, где потребность к этим специалистам очень высокая. И так совпало. Но на самом деле, наверное, я смотрю на это как больше инструмент, да, быть специалистом в IT – это инструмент по достижению своих таких глобальных целей. И первая цель – это, во-первых, помогать людям. Где бы я ни работала, на государственной службе, сегодня в Казпочте, в частных структурах, всегда делать жизнь людей лучше, предоставляя те или иные сервисы, услуги, все вокруг этого, все, что драйвит мной, это как же можно помочь людям, и каждую секунду, час, который я провожу на работе, применять все инструменты, это и образование, и навыки, и опыт достижения этой глобальной цели. Как-то так. Асель, спасибо, очень такой развернутый ответ. В одном из интервью я случайно прочитала, что во время твоей работы в Лондоне в компании NRC ты была на руководящей позиции, и вам там нанимали специально тренера, который объяснял вам, как нужно коммуницировать с сотрудниками, как нужно публично выступать, как нужно предлагать свои решения топ-менеджменту. Для меня это показалось очень интересным. Расскажи, пожалуйста, что нового ты узнала во время таких тренингов и что, в принципе, ты уже знала и активно практиковала? Да, это вообще был уникальный опыт, потому что я, наверное, была единственная женщина в команде IT. В основном это были мужчины. Женщина-руководитель в 25 лет, которая управляла командой IT-безопасности. Это в основном средний возраст мужчин 40+, 5 регионов глобальных, там, из Бразилии, Африки, Китай, Европа. И это был такой большой челлендж. Это не только там уметь можно быть компетентным, но при этом
именно качество лидера, качество управления, да, как управлять командой, очень важны были. И спасибо на тот момент моему руководителю компании, который выделил ресурсы. Это был личный тренер, коуч, Бренда Хейлс ее звали. И она со мной работала по развитию именно лидерских качеств у женщин, которые не хватали, наверное, на тот момент. И базово, что дома нас не учат, да, вот как быть женщиной-руководителем, чтобы с тобой говорили наравне. Мужчина воспринимал не как мужчина женщина, а это вот на одном профессиональном уровне, как можно выстраивать отношения в коллективе. Чтобы тебя, во-первых, воспринимали, во-вторых, слушались. Потому что это второе, это очень важно, когда ты управляешь, достигаешь результата, это выстроить правильную команду. И первое, вот то, что это, когда чему она учила, это первое восприятие идет физическое, это как правильно вести себя, говорить, одеваться. Это вроде бы мелочи, да, мы зачастую не замечаем, но это такие мелочи, которые влияют, в принципе, на полное восприятие тебя как личности. Ну и второе – это твои компетенции, твой опыт, которые не должны давать повода, чтобы не доверять тебе, да, выстраивать доверительные отношения и тем самым верить в ту программу, которую ты там поставила перед собой. Вот. И вот в этом плане она помогала мне до мелочи, как говорить перед публикой, да, не бояться. Вот у молодых девушек, это сегодня я могу так перед публикой выступать, но когда у тебя нет опыта, зачастую все есть внутренний страх. Это не только относится к женщинам, но и мужчины. Они не показывают, но при этом внутри вот это все кипит перед выступлением перед большой публикой, да. Есть страх, что я вот выгляжу глупой, что я менее умная, да, что я менее опытная. И вот эти внутренние барьеры, которые мы для себя же придумываем, нас ограничивают во всем при проявлении своих же качеств. И она учила, как заранее готовиться перед переговорами, заранее понимать точно, что ты хочешь в итоге, как результат этих переговоров. А переговоры – это не только официальные переговоры, это ежедневно, когда ты ведешь проекты, когда ты просишь зарплату, да, это очень много. Когда просишь сотрудников что-то сделать, это переговоры. Переговоры не только на работе, и дома. И вот эти навыки сегодня ежедневно, вот это у меня как бы здесь закрепилось, и эти принципы, они везде, я следую этим принципам. Я думаю, это вот должно быть постоянным, непрерывным самоанализом, который помогает именно развивать точно лидерские качества. Спасибо большое. Ну вот ты получила такой багаж знаний, прошла очень много тренингов. А вот ты сама являешься ментором для девушек? И если ты являешься, как ты им вообще помогаешь определить свои реальные возможности? Да, так как я поняла в то время, как это менторство помогало мне двигаться вперед, я считаю и ценю, что я сегодня, как состоявшаяся как личность, должна давать пример другим молодому поколению, да, и помогать им, если они нуждаются в этой помощи. Я практикую, да, ко мне обращаются в основном студентки, которые в жизни хотят определиться, кем хотят они работать. Те, которые после школы, вот 10-11 класс, вот последние у меня были на консультации, хотели определиться, по какой специальности идти дальше развиваться. Потому что я понимаю, это такие этапы в жизни, ключевые решения, которые дальше вот определяют, в принципе, кто ты есть. И считаю, что это очень важно, участвовать в процессе выбора карьеры, выбора, кем ты хочешь стать, помогать, если такие есть, то я практикую.
И вот студентки, они, им в каком плане помощь? Это вот как ключ, это не так часто, не раз в неделю, конечно, времени такого прям нет, но мы вот определяли, на какую специальность идти. Да, многие хотят на IT, но IT это такая широкая специальность, есть специализированные вещи, на которые более-менее девушки, они могут больше себя проявить в конкуренции, да, так скажем, с мужчинами, где могут быть успешными. Вот. А кроме этого, есть другие навыки, которые нужны, как soft skills, чему в университетах зачастую не учат. Это тоже нужно развивать. Плюс нетворкинг. Вот, я помогаю обращаться, потому что у меня большой круг друзей, которые работают глобально в разных компаниях крупных, и они как бы точно помогают этим нашим девочкам дальше понимать, как поступить на работу в глобальную IT-компанию и что для этого нужно. Как бы дают какой-то такой best practice, какая ролевая модель рабочего, условно, в Гугле, и мы к этому идем. Что нужно делать для того, чтобы попасть в эту компанию? Это, в принципе, мне нравится, я люблю помогать, советовать, и готова, если есть, вот, пользуюсь возможностью в эфире сказать, если кто хочет, вы можете написать мне в директе, в Фейсбуке, в Инстаграме. Я готова, если будет время, консультировать. Очень буду рада участвовать в жизни девушек, если это поможет для успешной карьеры. Спасибо. Как раз у меня был вопрос, как попасть к тебе в Менте для девушек. Ты уже ответила на него, что ты, в принципе, открыта к предложениям. Ну вот, если про системный подход говорить, расскажи, пожалуйста, вот ты знаешь, какие внутрикорпоративные программы, которые поддерживают женские инициативы? В компании, где ты работала, возможно, ты что-то хочешь делать сейчас, где ты работаешь? Мгм. Да, вот я столкнулась с такими программами, когда я работала во время МФЦ. Были программы по повышению профессиональных качеств. Это вот программа совместно с Сколково, где учили, какие навыки нужны для критического мышления, как заставить мозг работать так, чтобы они фокусировались и более эффективно принимали решения. Это про новые технологии, да, как сегодня глобальные компании применяют новые технологии в решении своих бизнес-задач. И это очень, мне кажется, важно для женщин-лидеров всегда проходить такие программы и повышать свои навыки. Всегда, я думаю, нельзя стоять на месте, перепроверять, узнавать, как лучшие компании делают. И в этом же сила, что есть знания и опыт, которые дают возможность дальше развиваться. В Казпочте я также хочу делать такие программы, развивать внутренние таланты, развивать лидерские качества у наших сотрудников и с упором на лидерство, женское лидерство, я думаю, нужно особое внимание уделять. Сегодня вот, кстати, я рада, что фонд «Сам рука знак» этому очень большое внимание уделяет. Они поставили требование, что 30% членов совета директоров должны быть женщины. И это очень важно, да, чтобы мы, женская половина, как бы участвовать в принятии решений, потому что, как мы видим, зачастую на позициях топовых меньше женщин, чем мужчин. И это дает как бы возможность женщинам еще раз проявить себя на таких позициях. Для этого фонд что делает? Есть специальная программа гендерного равенства. И выбрав там талантливых сотрудниц в дочерних структурах, в компаниях фонда, они
напрямую делают специальное обучение после того, как лучшие из лучших попадают в резерв и занимают должность независимых членов совета директоров в компаниях «Самрук-1». И это очень большой шаг вперед на самом деле. Я думаю, будут интересные результаты. И в моей компании есть такие женщины. Я очень рада, что проявились они, и мы должны увеличивать количество таких людей. Спасибо. Вот по поводу программ. Я знаю, что ты активно сотрудничаешь с фондом Эрика Шмидта, да, это бывший исполнительный директор Google. Вот расскажи, пожалуйста, более детально, в чем заключается сотрудничество, какого рода проекты вы реализуете в рамках фонда? Да, это Эрик Шмидт, он со своей супругой создал фонд Future Fund, которая нацелена на решение глобальных задач, такие как глобальное потепление, биоинженерия, где, в принципе, проблемы, которые решают человеческие проблемы. И вот как раз-таки в прошлом году они создали специальную группу по развитию азиатского региона, куда вошла Центральная Азия, и я вошла в 20 лучших талантов, и единственная, кто первая в Центральной Азии попала в этот пул. Мы собрались в апреле в Сингапуре, как раз Эрик Шмидт всех собирал, и 3 дня мы изучали, какие же такие глобальные вызовы стоят и чем мы можем помочь. Я состою в группе активистов, так скажем. Мы выбрали направление технологий Web3 и как они меняют жизнь человечества, потому что сегодня все мы живем в веке Web2, это вот социальные сети, век больших технологических компаний, но это все будет меняться в десятилетней перспективе, технологии так поменяются, и надо каждому из нас понять, куда это движется, какая роль государств, как мы должны себя развивать, чтобы поддерживать такие новые технологии и не отстать. Вот, мы пишем исследовательские материалы. Вот последний материал, который мы делали для Всемирного экономического форума, исследования в рамках Web3. Я активно участвую в глобальной теме и очень рада, что мы помогаем. Ну и при этом есть профессиональное развитие личное. Они помогают нам проходить курсы по разным темам, в том числе лидерского качества. Вот недавно я прошла курс в MIT. Есть разные направления по технологическому развитию, ознакомливаться, как эти технологии выстраивать в компаниях, какие стандарты применять. Это очень важно, как всегда, быть в тренде. Вот, я, в принципе, всегда стремлюсь попадать в такие программы, потому что не только ты получаешь знания, но это большой нетворкинг. Вот на примере Казпочты скажу, что мне надо было быстро достучаться до CEO iHerb, и с помощью этого нетворка мне быстро организовали звонок с директором компании. И такие вот такой нетворк помогает достучаться до любого человека мира. И я думаю, это как бы большой такой power, да, не только быть в числе таких талантливых, но при этом черпать знания, опыт и отношения. Спасибо. Асель, ну вот вообще работа в нетворкинге, возглавлять такую большую компанию в Казахстане, решать задачи, которые возникают каждый день, это достаточно энергозатратное занятие. Поделись, пожалуйста, у тебя есть какие-то там ритуалы? Как ты ритуализируешь свой день, чтобы восполнить эту энергию? Да, это очень важно. Энергия требуется, чтобы созидать, да, откуда это брать энергию. Без энергии сложно что-то менять и делать, и вообще желание пропадает. И для меня это, во-первых, сон, регулярный сон, 8 часов. Я стараюсь придерживать этих правил, принципов. Но вот это же баланс, все равно энергия – это баланс твой. И вот
наверное, принцип — это всегда не только работа, есть семья. Я не только там женщина на работе, я мама двоих детей, у меня муж, и при этом надо быть хорошей женой, хорошей мамой, и это тоже требует энергии, как бы, но при этом есть отдача. Я в выходные стараюсь не загружать себя работой, уделять все это время семье, готовить, быть полноценной мамой и женой — это очень важно, и нельзя забывать это, что ты есть женщина. Это первый принцип. Как только женщина забывает за собой ухаживать, забывает, что она мама, забывает, что она жена, она теряется. Она теряется по жизни, этот этап не сразу ощущается, она кумулятивно собирается, и потом один день это сказывается на эмоциональной, на всей деятельности женщины. Очень важно как держать этот баланс и всегда смотреть за этим. Никогда вот не ленитесь идти, ходить в салон, ухаживать, не забывайте одеваться. Да, это вот то, что женщина — это просто дополнительная энергия, которая нас вот заполняет развитие детей. Да, вот для меня принцип: в 10 утра в субботу я хожу на футбол с ребенком. В воскресенье также уделяю, надо быть с мамой. И это тоже дает столько энергии, что вот дальше целую неделю можно с удовольствием работать, что ты исполнила свой долг. Когда ты не исполняешь это, идет внутреннее там сопротивление, обвинение самой себя. Вот этого не допускать. Это сложно, но я думаю, женщины все способны. И нужно это дело планирования. Вот и все, и приоритетов. Спасибо, классно. Да, семейные ценности, они, конечно, всегда впереди. Вот вопрос про ценности. Какой ты лидер, если смотреть сквозь призму личных ценностей твоих? Лидерство. Да, какой ты лидер? Вот как ты бы Мгм. себя описала как лидер с учетом твоих личных ценностей? Потому что, ну, мне кажется, личные ценности, они и формируют нас как лидера. Личные ценности помогают нам себя профессионально реализовать. Через личные ценности мы совершаем те или определенные поступки. Поэтому мне было бы интересно узнать, как ты сама себя характеризуешь как лидер. Да, на самом деле для меня как лидер и личные такие принципы, которые драйвят мной, это, во-первых, забота о людях, да, чтобы мои сотрудники, мои клиенты, не знаю, люди, чтобы все, что ты не делаешь, это должно быть для людей. Ам, э, И для моих сотрудников, чтобы для них было хорошо, было развитие, было для чего они работают, они должны видеть ту цель, к которым идут, да, и должны как бы верить в это. А для этого нужно понимать, что нужно для людей, чтобы они с энергией, с мотивацией, со сверкающими глазами отдавали 100% на работе. И для меня важно как бы отдать все, чтобы все было у наших людей хорошо. Это первое. Второе — это справедливость, чтобы были принципы справедливости, честности, да, это честные отношения. Я думаю, это в основном такие базовые вещи, которые люди же видят. И если все идет по правилам, да, тогда и будет вера. А за тобой пойдут люди. Когда неважно, какая стратегия, это важно, какая команда, которая поверит тебе и идет за этим. И тогда все получается. Да. И вот как-то так. Спасибо большое. И вот мой последний вопрос. Ты вот частично покрыла в части, там, вот, когда мы с тобой обсуждали менторство, этот вопрос про самоопределение. Какой бы ты дала практический совет девушкам, чтобы те, которые начинают только определять свой вектор развития, неважно, вне зависимости от индустрии, какой-нибудь там один-два практических совета, как нужно себя вести, от каких принципов надо отталкиваться, чтобы определить свой вектор развития. Мгм. Ну, наверное, вот целеустремленность, да,
Это первый принцип. Второе, не сдаваться. Вот зачастую многие, неважно, это женщина, мужчина, если один раз не получается, дальше не идут. Мой принцип по жизни: если споткнулся, встаем дальше, не оборачиваемся, идем вперед, добиваемся той цели, которую мы поставили. Каждое падение — это не есть твой неуспех, это наоборот тот урок, который ты должен проанализировать и дальше идти вперед в развитии. И как бы это же вопрос, опять-таки же, энергия. Как только ты начинаешь рассуждать, уходить в депрессию и думать о том, что «а почему у тебя не получилось?» и на это все время и энергию отдавать, это, по-моему, бессмысленно. И просто надо с оптимизмом, да, смотреть вперед, убирать все барьеры как максимально по возможности. Главное — видеть цель. Вот всегда, вот каждый день это наша цель, какую-то цель мы достигаем ежедневно, и к этому идти. И вот постепенно, да, как англичане говорят, eat the elephant piece by piece, да, что всегда можно любую цель достичь, просто нужно к этому идти. Не лениться, во-первых, нужно не лениться, трудиться. Вот, наверное, тут, не знаю, мой путь — это все равно оно пришло, наверное, и идет благодаря труду ежедневному. Вот не лениться, не пропускать возможностей, потому что пока вы думаете, окошко возможностей может уходить. И всегда пытаться находить новое окошко для возможностей. Оно везде, тем более в наше время, везде сейчас и интернет, и возможности, они не ограничены одной страной. Они глобальные, везде, вот неважно, это ты в городе, в селе, где живешь, неважно. Есть открытые возможности получить образование, большой информационный поток, где можно научиться что-то делать. При этом быть лидером своей сферы, не бояться, главное, вот самое, это вот не бояться барьеров, идти к своей цели. И тогда все получится. Это вот, наверное, базово. Спасибо. Это был мой последний вопрос. И на вот этой воодушевляющей ноте я тебя поздравляю со всеми наступающими праздниками, День независимости, самый любимый домашний праздник, с Новым годом. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех твоих начинаниях, как и в этом, так и в следующем году. Спасибо большое за уделенное время. Спасибо, Жан. Спасибо тебе огромное. Спасибо за... Опять еще хочу поблагодарить, Айжан, за то, что есть у нас такие люди, которые уделяют время в развитии женского лидерства. Спасибо.